Всем привет! Настало время, чтобы снять обзор на этот автомобиль. Я являюсь его владельцем уже 10 месяцев. Я не буду вам его продавать, не буду рассказывать, какой он холеный, отличный, хороший. Не буду его засирать, говорить, что это говно, что-то еще. Я поделюсь с вами опытом реальной эксплуатации. Владею данным автомобилем уже 10 месяцев, и мне есть что вам рассказать. Я надеюсь, это будет кому-то полезно и интересно. Погнали! Но прежде чем мы начнем обзор, хочу предложить вам погрузиться немножко в историю этой марки. Итак, первый Accord, появившийся в мае 1976 года, поначалу был доступен только в кузове хэтчбэк. Это был переднеприводный автомобиль с расположенным поперечно 1,6-литровым двигателем. Через год линейку пополнил кузов седан. Выпускался с механической 5-ступенчатой коробкой и 2-ступенчатым автоматом, вы только вдумайтесь. Accord второго поколения, представленный в 1981 году, получился в результате модернизации предшественника. Сборка машин велась не только в Японии, но еще и в США. Седаны и хэтчбеки комплектовались двигателем объемом 1,6 или 1,8 литра, мощностью от 80 до 101 лошадиной силы, которые работали в паре с 5-ступенчатой механикой или 4-ступенчатым автоматом. Эта модель стала первым в мире автомобилем, оснащенным штатной навигационной системой, называемой Electro Gyro Sator. Штатная навигация. Автомобиль третьего поколения, выпускавшийся с 1986 года по 1989, заработал репутацию драйверского автомобиля, благодаря новой платформе с двухрычажными подвесками, мощным мотором и динамическому облику. Кроме седана и хэтчбека, в модельном ряду появились купе и трехдверный универсал. Под капотом Аккорда стояли бензиновые моторы 1.6 и 1.8 литра от 88 до 110 сил и двухлитровой мощностью от 98 до 160 сил. В Японии машина также продавалась под именем Honda Vigor. Четвертое поколение модели Honda Accord появилось в автосалонах в 1989 году. Автомобиль стал крупнее, длина седана составляла 4,7 метра, перейдя таким образом в класс среднеразмерных машин. На некоторых рынках можно было заказать полноуправляемое шасси 4WS. Представленный в 1993 году Accord пятого поколения имел разные версии. Одну для европейского рынка, вторую для американского и для Японии. Со сменой поколений в 1997 году разделение на разные версии для разных стран только усилилось. Теперь их было три: для Европы, для Японии и для Америки. В Японии Accord выпускался с 1997 по 2002 года. Кузовами седан и универсал. Двигатель 1.8, 2 и 2.2 литра мощностью от 140 до 220 лошадиных сил. У Аккорда седьмого поколения, поступившего в продажу в 2002 году, версии для европейского и японского рынка были идентичны. Оснащались бензиновыми моторами 2 литра 155 лошадей или 2.4 190 лошадей. Японские покупатели могли приобрести полноприводную модификацию машины, а также мощный Accord Euro-Air с форсированным до 220 сил двухлитровым мотором. Европейский Accord восьмого поколения, представленный в 2008 году, стал более солидным и более крупным автомобилем. Такие машины продавались в Европе, Японии, Мексике и некоторых странах Азии. Австралии производили их на японском заводе компании. На американском рынке эта модель была известна как Acura TSX. Трали-вали, тили-тили. Итак, если мы рассмотрим внешний вид автомобиля спереди, на мой взгляд, он выглядит агрессивно, стильно и, в принципе, современно. Большой значок Honda, диодные фары двухлинзовые, голубые хромовые вставки. Все очень гармонично смотрится. На мой взгляд, автомобиль очень похож на Toyota Camry в параллельном году. Что же здесь не нравится? Туманки. Туманки очень херовые, то есть ни в какой туман они вам не помогут. Это чисто можно использовать как дневной свет, не более того. Многие туманные фары меняют и ставят туда диодные лампы и наслаждаются, в принципе, ходовыми огнями, которые получаются. Сейчас я включу фары, посмотрим, как это выглядит.
Ближний свет представлен диодными двухлинзованными фарами. Освещают очень хорошо. Дальний свет. Тут, конечно, упущение. Если мы возьмем, допустим, ту же Honda Легенду, примерно таких же годов, такого же поколения, у Honda Легенды полностью будет диодные и ближний, и дальний свет. Здесь как бы японцы решили сэкономить и зафигачили ближний диоды, в дальний они поставили галоген. Туманные фары, сразу говорю, никуда не годятся. В комплектации EX присутствует антенна, для того, чтобы вы могли чувствовать габариты автомобиля. Итак, перейдем под капот. Итак, открываем капот, и тут мы чувствуем минус. Да, алюминиевый капот, это как бы, ну, вроде легко, но почему вы в свой представительский седан не могли поставить газовые упоры? То есть я должен упражняться, тренироваться. Кочерга, наш верный друг. Ставим. И что же мы видим под капотом? Под капотом мы видим российскую грязищу-пылищу. Подкапотное пространство я не мою, потому что не считаю это нужным, важным. Ну, возможно, машина проездила по России 10 месяцев, позже, возможно, я этим и займусь. С Японии автомобиль пришел полностью с белоснежным подкапотным пространством, потому что в Японии нет такой грязи, как у нас. Итак, что же мы видим под капотом? Ну а под капотом мы видим двигатель объемом 2 литра, работающий по циклу Аткинсона, выдающий 143 лошадиные силы, и блок управления гибридной установки мощностью 124 кВт, за счет чего Accord Гибрид занимает лидирующие позиции по показателям расхода топлива. За счет уникальной силовой установки под названием Two Motor с двумя электродвигателями, сцеплением и фиксированным передаточным числом, вместо обычной мультискоростной или бесступенчатой CVT трансмиссии, обычно располагающейся между двигателем и колесами. Такая трансмиссия называется Intelligent Multimode Drive и работает как виртуальный CVT. С ее помощью автомобиль может двигаться полностью на электротяге при среднем ускорении, при небольшом количестве оборотов в минуту или при замедлении автомобиля за счет регенерации энергии в литий-ионный аккумулятор мощностью 1,3 кВт-часов. Когда аккумулятору не хватает мощности или энергии самостоятельно питать автомобиль, наименьший из двух электродвигателей запускает двигатель внутреннего сгорания. Запустившись, двигатель внутреннего сгорания заставляет меньший двигатель вырабатывать электричество для работы большего двигателя. Такая последовательность известна как последовательный гибридный режим. Либо сцепление может соединить топливный и больший из двух электродвигателей, и они оба будут приводить в движение автомобиль и крутить колеса. Эти три режима названы производителями EV Drive, Hybrid Drive и Engine Drive. Компьютер гибридной силовой установки автоматически переключается между ними во время движения. Что здесь еще можно рассказать? Красные высоковольтные провода. Все, рассказывать в принципе здесь не о чем. Сюда, я думаю, будете заглядывать редко. На СТО, ну, лично я меняю масло раз в 5000 километров, как рекомендуют наши друзья японцы. Плюс многие владивостокские сервисы тоже рекомендуют делать так часто замену. Многие владельцы Аккордов жалуются на масложор этого двигателя. Возможно, потому что он работает по циклу Аткинсона. Может быть, это оказывает как-то влияние. Я пока с этим не столкнулся и сказать по этому поводу ничего в принципе не могу. Здесь под капотом требует вашего внимания только двигатель. То есть меняйте масло, изредка антифриз. И в принципе, я думаю, все. Можно ездить. Пойдем посмотрим на автомобиль сбоку. Итак, недостатком этого автомобиля можно отнести его небольшой клиренс. Всего лишь 13,5 сантиметров. Мобилка. Оп. Ну еще до хрена есть. Я думаю, 11 Pro Max сюда бы влез, как вообще, как за здрасте. И, соответственно, из-за маленького клиренса вы будете часто сталкиваться с такими проблемами, с жесткими российскими реалиями, когда в каждом дворе, ну, возможно, не в каждом, но в новостройке, старые дома, везде раздолбанные дороги.
сколько можно это терпеть? И, соответственно, часто я очень, проезжая по ямам, цепляю либо порогом, либо днищем. Очень прям обидно, кровь по сердцу обливается, кровью сердце. Пойдем назад. Кнопку открывания багажника разместили сбоку. И это совсем не интуитивно. То есть на мойках никто не находит эту кнопку. Плюс, если вы сами не знаете, вы тоже не сможете найти ее. Японцы сделали вот здесь наклеечку, которая после очередной мойки просто взяла и отклеилась. Соответственно, нажимаем кнопку. Сразу опять же минус. Почему вы здесь бы, может быть, тоже бы поставили газовые упоры? Я бы не отказался. Открываем багажник. Что мы видим на крышке? Здесь у нас получается кнопка, ну и камера заднего хода. Возможно, из-за камеры вы разместили кнопку сбоку, но многие же размещают камеру сбоку и кнопку посередине. Переходим к багажному отделению. Оно очень маленькое. Ведь длина этого седана 4 метра 91,5 сантиметр. Он длиннее Крауна. Но такое ощущение, что японцы просто именно соревновались с Тойотой в длине кузова. Потому что здесь они оставили бампер такой длинный. Здесь сделали обшивку. У Крауна багажник намного больше. И давайте я попробую для наглядности залезть в этот багажник, чтобы потом сравнить его с Крауном. Давай попробуем. Что из этого Ну а если серьезно, сюда можно запихать только 2 колеса. То есть 3-4 колеса вы сюда не запихаете, потому что вы элементарно не сможете закрыть багажник. В дальнейшем планирую поставить упоры, которые будут помогать открывать багажник. Давайте заглянем внутрь. В принципе, мягкая отделка. Здесь что у нас интересное? Есть полочка, рассчитанная на 7 килограмм. Здесь у меня лежит пылесос, фильтра, компрессор, щетка для очистки стекол. Здесь мы еще имеем подполье. Вот такую штуку, которая складывается. Достаем. Здесь мы видим, автомобиль штатно укомплектован компрессором, домкратом. Ну и такое, в принципе, достаточно вместительное подполье. Ну что теперь? Погнали внутрь. Итак, переместившись внутрь, водитель что видит сразу? Добротный мультируль. В принципе, с мягкой кожей. Сверху у нас идет вставка под дерево. С правой стороны у нас управление адаптивным круиз-контролем, системой предотвращения выезда из полосы, регулировка режимов отображения на дисплее. С левой стороны у нас управление магнитолой, управление навигационной системой, еще есть переключение режимов, плюс управление мобильным телефоном. Итак, сиденье имеет регулировку по высоте передней части, потом управление высотой сиденья, управление спинкой взад-вперед и поясничный упор, подушка поясницы. Итак, как пишут японцы, сиденье выполнено из материалов, из переработанного вторсырья бамбукового. Очень комфортно, приятно. Многие владельцы жалуются, что металлические замки не оснащены заглушками. На Крауне, кстати, есть заглушки. Многие докупают и доделывают сами. Итак, давайте посмотрим на приборную панель.
Итак, переместившись внутрь, что же мы наблюдаем? Два дисплея. Магнитола плюс компьютер, где у нас отображается либо навигация, либо дополнительно музыка, плюс режимы работы гибридной установки и двигателя. Управление климат-контролем. Мне очень нравится управление климат-контролем на кнопках. То есть это в принципе интуитивно понятно и удобно. Когда ты едешь на скорости, ты легко можешь отрегулировать, выбрать заданную температуру, которая тебе нужна. Тебе не нужно сильно отвлекать на это внимание, как климат того же Крауна. Далее. Центральный дисплей у нас имеет большой спидометр. В центре имеется маленький мониторчик, на котором отображена разная информация. Сейчас, допустим, у нас стоит за текущий пробег расход. Мы можем изменить, поставить за последние пробеги расход. Можем поставить такое графическое изображение, как показано, если вы по центру едете, значит вы едете в принципе нормально. Если вы газуете, автомобиль вырывается за эту полоску. Если наоборот идет рекуперация, то автомобиль уходит назад за эту полоску. Можете просто оставить его пустым. Можете, вот в данный момент отображается количество пассажиров, которые не пристегнуты, их нет. Можете опять же дублировать работу гибридной установки. Средняя скорость, количество часов за последний пробег. Я не знаю, что это. Расстояние остаточное, сколько мы еще можем проехать. Средний расход. Многие блогеры при обзоре говорят, что в рестайлинге стало круче. Убрали рычаг, все сделали на кнопках. Но иногда наличие этого рычага очень, в принципе, полезно. То есть, допустим, я еду, я положил локоть на подлокотник, ладошку у меня лежит на рычаге. Удобно. Что мы имеем спереди? Подочечница, лампы света, зеркало заднего вида. Зеркало имеет затемнение. Козырьки оснащены у нас зеркалами с подсветкой. Открываем зеркало, светятся лампы. Удобно, приятно. Плюс еще есть один большой плюс. Плюс один большой плюс. Козырек у нас выдвижной. То есть мы его можем отвернуть в бок, вывернуть, и полностью сбоку у нас мы загородим солнце, если оно нам мешает. Сразу мы видим очень большой недостаток. Лобовое стекло. На мой взгляд, оно, скорее всего, очень тонкое, возможно, оно мягкое. При минусовых температурах, при попадании камней в стекло, прям большая вероятность, что у вас появится скол, и от него пойдет трещина. Получал сколы, ехал их заделывал, потом получил здесь скол, заделал этот скол. Буквально 2 дня все было хорошо. Через 2 дня я прихожу на стоянку и вижу, что от этого скола пошла трещина. Соответственно, я еду, мне ремонтируют, заливают этот скол. Остается что-то похожее на царапину. Далее, по прошествии буквально, наверное, месяцев 2, наступают жаркие дни и жара, я сажусь в автомобиль, еду, включаю кондиционер и вижу что этот заделанный скол начинает расходиться и уходит. Причем на эту проблему жалуются многие владельцы такого аккорда. Соответственно, сейчас передо мной стоит выбор. Либо купить контрактное стекло, которое стоит в районе 18-20 тысяч рублей, с Японии, с небольшим, возможно, пробегом, не факт. Либо поставить Китай. Китай стоит в районе 4,5 тысяч рублей. Напишите, кстати, в комментарии, как вы считаете, как поступить в данной ситуации. Поставить Китай, либо контрактный оригинал. Новых стекол их нет, оригиналов, именно Honda. Подлокотник, в принципе, я считаю удобный. При моем росте 180 сантиметров сидеть комфортно, рука помещается, лежит полностью на этом подлокотнике. Итак, открыт бардачок, что же мы видим? Современный атрибут нынешних реалий, намордник. Мы его уберем в сторону. Розетка-прикуриватель 12 вольт.
Жесткий диск. Непонятно, что с ним делать. Ну, валяется, да и валяется. Далее у нас есть разъем AUX и разъем USB. Можете заряжать телефон и можете воспроизводить свою музыку через него. В принципе, тут у меня лежат провода, что-то еще по мелочи. Все помещается, все как бы устраивает в этом плане. Когда пришел автомобиль, я посмотрел и подумал, блин, что за ниша, нет подстаканников. Ниша закрывается. Открываем эту нишу. И что? Догадались, да? Подстаканники есть. Отодвигаете крючок. Оп. И все, пожалуйста, ставьте. Есть еще вот такая вот непонятная ниша. Автомобиль начал выпускаться в 2013 году. Возможно, тогда были популярны 5-е айфоны. Телефон более современный. В эту нишу он не влазит. Сюда можно положить только ключи. Все, как-то так. Далее, возле селектора имеется кнопка режима электромобиля. Мы нажимаем, активируем режим электромобиля принудительный и едем полностью, либо пока мы не нажмем сильно на газ, то есть нам нужно ускориться и автомобиль переходит в обычный режим, либо пока не сядет батарея до заданного уровня. Плюс наша комплектация EX оснащена шторкой. Шторка есть, это приятно. Мы нажимаем на кнопочку, шторка поднимается. Но, опять же, минус, я не понимаю. То есть, как-то они не досмотрели, не доглядели. Включаем задний ход. Шторка опускается. Включаем драйв, шторка не поднимается. То есть, в любом случае, когда вы включаете задний ход, шторка опускается. И далее поднимать ее нужно вручную. Итак, открываем заднюю дверь. Садимся на задний ряд. Напомню, рост у меня 180 сантиметров. Сажусь сам за собой. Сиденье у меня практически отодвинуто до самого конца. Ну что сказать. В принципе, комфортно. Я сижу, тут еще остается расстояние. Естественно, если я сползу, я упрусь в сидушку. Ну, больше вот удобно, наверное, сидеть как-то вот так. В двери у нас есть автоматический стеклоподъемник на заднем ряду. Плюс японцы в этом автомобиле решили отдать дань своему любимому, наверное, занятию, курению. То есть здесь есть пепельницы как спереди, так и сзади. Что мы имеем далее? Подголовники, регулирующиеся по высоте. Плюс подлокотничек. Откидываем подлокотник. Здесь у нас подстаканники, которые можно закрыть. И вот, в принципе, мы облокотились на подлокотник. И достаточно, я скажу, комфортно. Ну и опять же, при росте 180 сантиметров, расстояние до потолка, ну, наверное, вот с кулак, сантиметров 8-10. В принципе, сидеть комфортно. Мы еще поднимаем подголовничек, облокотился, огонь. Плюс есть ручечка, за которую можно взяться. Помимо этого, только заметил, кстати говоря, крючочек. То есть вы можете взять вешалку, повесить свою любимую рубашку наглаженную, повесить ее сюда, и она, возможно, даже останется не мятая. Со второй стороны крючка нет. Плюс здесь сзади есть микрофон для задних пассажиров. Нет никакой подсветки, это минус. Подсветка только по центру и спереди. Сзади по бокам сиденья имеют вентиляцию, которую ни в коем случае нельзя закрывать никакими шубами, пледами, одеждой, потому что здесь через эти отверстия идет охлаждение батареи. Забыл, кстати, сказать, в нашем небольшом багажнике имеется крючок для пакетов. Но почему вы сделали один крючок? То есть я иду, если с магазина купил 2 пакета, я вешаю один сюда, а второй у меня просто болтается по салону. Тоже можно отнести к минусам.
Что же у нас по ходовым характеристикам? Спереди у нас установлена подвеска Макферсон, сзади многорычажка, электронная рулевая рейка. Руль очень легенький, прям как пушинка. На крауне руль гораздо тяжелее. Соответственно, управляется очень хорошо. По подрыву можно сравнить, было дело, катался на марке сотом с объемом 3 литра. Чем-то, скажем так, вот эти 2 литра гибридные напоминают подхват. Какие поломки могут вас ожидать по ходовой части? Практически у всех аккордах на 70 тысячах подходят рулевые тяги. То есть с Японии этот аккорд пришел ко мне с пробегом 76 тысяч. У него уже чувствовалось биение в руле небольшое. Сейчас я проехал 20 тысяч километров на нем. Нужно заехать будет и поменять тяги, потому что уже это более ощутимо. Самая главная фишка, самый главный плюс этого автомобиля — это его расход. Расход составляет за счет гибридной установки от 5 до 7 литров. Соответственно, любой другой такой же комфортный седан с такой же динамикой и с такой же мощностью примерно будет потреблять гораздо больше топлива. Я думаю, в районе 15 литров. Соответственно, путем нехитрых вычислений за 10 месяцев я проехал 20 тысяч километров. За эти 20 тысяч километров, скажем так, если по 7 литров на 100 километров, я сэкономил примерно 1400 литров бензина. Если мы посчитаем эти 1400 литров по 45 рублей, выходит, что за 10 месяцев я сэкономил 63 тысячи рублей. Я считаю, это прям очень хорошая экономия. Соответственно, за это мы и покупаем гибридные автомобили. Посчитаем, если, допустим, я отъезжу на этом автомобиле 3 года, то есть за год это примерно 70 тысяч рублей экономии на бензине. За 3 года у нас получится 210 тысяч рублей. То есть, соответственно, если мы берем ту же Тиану, которая стоит на рынке там дешевле, чем Аккорд, то есть миллион 100 тех же годов, за 3 года разницу в цене мы отобьем. Но плюс здесь, помимо экономии, в пробках при небольшой скорости мы получаем больше комфорта за счет того, что у нас заглушен бензиновый двигатель. Единственное, конечно, когда он заведен, я думаю, комфорта меньше, чем в обычном автомобиле, по одной простой причине, что у этого двигателя обороты завышены. То есть не 700-800, как мы привыкли на обычном автомобиле, а, грубо говоря, 1100-1200, потому что двигатель заряжает батарею. Возможно, много чего я еще забыл сказать. Это такие вещи, как мягкий пластик, за счет чего никаких сверчков в машине зимой не бывает. Плюс есть еще один такой недостаток, как провисающий бампер. Из-за того, что он тяжелый, он начинает провисать, появляются зазоры. Кто-то его снимает, переставляет, и как бы зазоры уходят. Плюс за что все-таки мы выбираем этот автомобиль? Либо я его выбрал, либо кто-то еще его выберет. Это очень хорошая система безопасности, антипробуксовки, система антистолкновения. Получается, ремни с натяжением, когда вас заносит, либо появляется на дороге какое-то препятствие, автоматически у вас ремни натягиваются. То есть автомобиль готовится к столкновению. Подушки безопасности, их очень много в автомобиле. Получается, фронтальные, боковые подушки, подушки-шторки. То есть очень-очень безопасный автомобиль. Можно говорить, что есть много мелких минусов, но они есть у каждого автомобиля. Если мы рассмотрим любой автомобиль, мы найдем какие-то минусы. Все плюсы этого автомобиля, я считаю, с достатком перекрывают минусы. Это маленький расход, комфорт, управляемость. И поэтому я выбрал все-таки этот автомобиль.
Ну, а свой выбор вы сделаете все-таки сами. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии. Всем пока!